Привет, друзья! Сегодня расскажу, как за один день самостоятельно посетить 3 топовых достопримечательности Армении. Главный памятник дохристианской эпохи, языческий храм Гарни, расположенный в 28 километрах от Еревана, рядом с одноименным селом. Удивительный памятник природы, симфония камней, буквально в километре от храма. И восхитительный древний монастырский комплекс Гегард, до которого нужно проехать еще десяток километров в том же направлении. Вы на канале Coffee Channel, приветствую уважаемых зрителей, и мы начинаем. Наша логистика стартует с проспекта Гая, памятник которому служит превосходным ориентиром. Проходим 100 метров по проспекту на юг, и вот она, автобусная станция, наш автобус номер 266. Стоимость билета составляет 500 драм. Где выйти в селе Гарни, вам подскажет водитель или пассажиры. Остановка расположена на перекрестке со светофором. Поворачиваем направо и двигаемся вниз по улице порядка 500 метров. По дороге вас будут изощренно соблазнять едой и напитками. Торговля ведется практически на каждом шагу. Наконец мы прибываем к месту назначения. Стоимость входного билета для взрослых составляет 1500 драм. Храм Гарни находится на территории Гарнийской крепости. Армянский языческий храм, посвященный богу солнца Михру, был построен в 1 веке нашей эры царем Трдатом I. Он расположен на неприступном утесе, с которого открывается головокружительная панорама. Оборудованные смотровые площадки позволяют от души насладиться видами на Азадское ущелье. По стилю храм в основном выполнен в эллинистических архитектурных формах, однако в нем нашли отражение и местные традиции. Следует отметить, что тип прямоугольного в плане культового здания с колоннами и фронтоном был известен на территории Армянского Нагорья еще со времен Урарту. В храм ведут 9 высоких 30-сантиметровых ступеней лестницы, сразу добавляя монументальности постройки. Композиция храма представляет периптер, прямоугольный зал с портиком, который снаружи окружен 24 колоннами. У оснований колонн мы видим изображения могучих атлантов, стоящих на одном колене с поднятыми вверх руками и поддерживающими жертвенники. Число 24 выбрано не случайно, оно олицетворяет количество часов в сутках. По всему периметру крыши Гарни идет резной каменный фриз. В его орнаменте эллинистические узоры переплетаются с традиционными армянскими. Здание возведено из блоков темного базальта. Внутри небольшого святилища находилась статуя божества, которая становилась центральной фигурой мистического спектакля, устраиваемого местными жрецами. В определенное время суток сквозь отверстия в крыше здания падали лучи света, выразительно освещая святыню. После провозглашения в Армении в 310 году христианства языческий храм не был уничтожен в отличие от других, потому что был любимым местом отдыха сестры царя Трдата III. Однако храм разрушило сильное землетрясение 1679 года. К счастью, большая часть его фрагментов осталась на месте, и он был восстановлен в 1969-75 годах советскими учеными. Рядом с храмом Гарни сохранились руины и других сооружений. С правой стороны от входа расположен овальный фундамент христианской церкви Святого Сиона VII века. Немного ниже можно увидеть основание царского дворца, построенного в 3-4 столетиях. В 50 метрах к северо-западу от храма расположены руины бани конца 3-го столетия. Термы состояли из 4 комнат и технической постройки с печью. Первый зал служил раздевалкой и зоной отдыха. 3 других помещения различались температурой и влажностью. Гости проходили через них постепенно, чтобы организм привык к смене температуры. Далее, уважаемые зрители, мы переходим ко второму пункту нашей виртуальной экскурсионной программы. Я приглашаю вместе со мной посетить удивительный памятник природы «Симфония камней».
Располагается достопримечательность буквально в километре от храма Гарни, и не посетить ее полнейшее безумие. Но обо всем по порядку. Ущелье Симфония камней прекрасно видно с восточной смотровой площадки Гарнийского храма. Добраться можно двумя маршрутами. Нормальные люди едут по асфальту на автомобиле, ну а мы, разумеется, пойдем напрямую пешком, и вы вскоре убедитесь в правильности такого выбора. Сразу же на выходе из Гарнийской крепости вам надо повернуть направо, дорога круто уходит вниз на дно Азадского ущелья. Живописные виды, движение исключительно под гору и отсутствие необходимости возвращаться, обратный путь мы проделаем с другой стороны по асфальту, определяют очевидные плюсы такого маршрута. А вот и цель нашего небольшого путешествия. Покупаем входной билет, который стоит смехотворные 300 драм. Да я за стаканчик вина отдал 2000. Далее начинается наше знакомство с чудесным ущельем. На всем его протяжении проложен удобный променад. Территория прекрасно благоустроена. Прогуливаться по ущелью, восхищенно раскрыв рот, можно как по проспекту. Уже на входе окружающая природа просто поражает. Памятник природы «Симфония камней» – результат вулканической деятельности. Научное название такого геологического образования – столбчатая отдельчатость. Это шестиугольные и пятиугольные базальтовые столбы высотой до 50 метров, которые своей удивительной симметричностью кажутся рукотворными. Их возраст около 40 миллионов лет. Тогда лава с близлежащих гор стекала в ущелье. Она быстро остыла и кристаллизовалась. Колонны, нависающие над рекой, создают впечатление огромного музыкального инструмента – базальтового органа. В древности подобные скалы называли дьявольскими ульями из-за их сходства с сотами. Похожих горных образований в мире насчитывается несколько десятков, однако считается, что Симфония камней в Азадском ущелье – один из самых больших и красивых памятников такого типа. Между тем дошли до противоположного выхода из ущелья, куда обычно подвозят туристов. Ожидаемо появилась торговая инфраструктура. Здесь я купил обалденное гранатовое вино по цене 4000 драм за литровую бутылку. До села Гарни я шел по асфальту все так же пешком, регулярно прикладываясь к живительному сосуду. Монастырский комплекс Гегард – уникальное архитектурное сооружение в Катайской области Армении. За сохранность, историческую значимость и исключительную красоту окружающей природы он был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Наряду с храмом Гарни это самая посещаемая достопримечательность Армении. Удачное расположение позволяет посетить храм Гарни, Симфонию камней и монастырь Гегард в течение одного дня. Везет тот же автобус 266.
Далее все просто, едем до конечной в селе Гохт, откуда всего 2,5 километра до монастыря. И такси я бы не брал. Полчаса прогулки в окружении красот прекрасной природы, и впереди показался монастырь Гегард. Окружающий монастырь утесы являются частью ущелья реки Гохт, которое также включено в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Более полное название монастыря – Гегардаванг, дословно монастырь копья. Здесь хранился наконечник копья, которым римский центурион Лонгин пронзил Иисуса Христа. В 1760 году реликвию перенесли в Эчмиадзин, где она и находится. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айриванг, что означает «пещерный монастырь». Первые храмовые постройки в ущелье реки Гохт были заложены в 302-325 годах, однако с того периода ничего не сохранилось. В 923 году монастырь разграбили арабские завоеватели. Комплекс, который мы видим сегодня, возведен в 12-13 столетиях, когда эти земли отошли к могущественным феодалам из династии Закаридов. На сегодняшний день это действующая мужская обитель. Монастырь Гегард включает в себя главный собор Катогике с высоким куполом, гавит – это распространенное в армянской храмовой архитектуре строение прихожее, и комплекс церквей, часовен и гробниц, которые высечены в скалах. Постройки были сооружены в различные периоды. Более близкое знакомство предлагаю начать с гавита, который объединяет большинство строений. Он был построен в 1225 году и представляет собой притвор или крытую паперть. Служит для собраний прихожан, которые не помещаются в основной церкви, а также для захоронений знатных людей и проведения важных встреч. В центре потолка находится световой проем, украшенный сводом из подогнанных друг к другу фигурных камней. Такой купол называют сталактитовым. Налево из гавита имеется два проема. Первый ведет в пещерную церковь Авазан, что переводится дословно как водоем. Она была высечена в 1240-х годах на месте древней пещеры с родником. Источник считается священным, и многие верующие специально приезжают сюда, чтобы умыться и набрать воды. Потолок церкви также украшен тонким сталактитовым сводом, не уступающим по мастерству исполнения. Вторая дверь из притвора ведет еще в одну скальную церковь. Это усыпальница владельца монастыря князя Проша и членов его семьи. Стены церкви богато украшены изысканной резьбой и барельефами. Постройка была вырублена в скале предположительно в 1283 году. Освещение помещения реализовано по уже знакомой нам схеме. Ну и наконец, по центру гавита имеется проход в собор Катогике. Это главная церковь в комплексе и традиционно наиболее почитаемая. По планировке это типичный для Армении крестово-купольный храм. Его основу в плане составляет равноплечий крест, заключенный в прямоугольник. Внутри собор очень скромен и изящен. Чтобы попасть в последнюю из пещерных частей монастыря, нужно выйти на улицу, подняться через двор по лестнице и пройти по короткому каменному коридору. Эту церковь вырубили в 1288 году, она считается самой поздней постройкой на территории Гегарда. Надписи на стенах гласят, что часовня стала усыпальницей сына князя Проша по имени Папак и его жены Рузукан.
конструкции усыпальницы есть один курьезный просчет. Древние зодчие не рассчитали толщину скалы и случайно пробили отверстие в усыпальницу Кроша, расположенную уровнем ниже. На этом фильм наш подходит к концу. Если моя работа вам понравилась, пожалуйста, поддержите, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Каждый четверг у меня премьера нового фильма. Всем огромное спасибо за просмотр и до встречи в следующих выпусках.